Ну что, ребят, всем доброго времени суток. Ну вот, мы, как обещали, вернулись на ту самую локацию под названием кладбище, которого нет. Кто первую часть еще не Да. посмотрел, посмотрите, пожалуйста. Это Да. интересно для информации. И вот настала ночь. Ну что, вы готовы с нами провести исследование Эксперимент. и эксперименты? Друзья, ну а прежде чем мы начнем наши с вами эксперименты, мы бы хотели сказать одну информацию. Информация такого плана. Насчет приветов. Мы немножко поразмыслили, подумали, и мы считаем, что все-таки не очень правильно занимать львиную часть роликов приветами, поэтому мы решили немножко их ограничить. Вы не обижайтесь, обязательно всем передадим приветы, это не обговаривается. Ну, ограничивать мы их будем в количестве, наверное, 3-5 передавать максимум. Я думаю, что это правильное решение. Конечно. Потому что пока мы передаем приветы, проходит действительно там минут 10. Интерес теряется. Конечно, а за это время можно много что успеть. Поэтому, друзья, правда, вы не обижайтесь. Это не от того, что мы не хотим. Мы наоборот хотим, что вам больше и информативнее показать ролик. А приветы, ну вот как Таня уже сказала, обязательно прозвучат в последующих роликах. Да, то есть обязательно будем передавать по традиции в ночных роликах. Да, но по 3, по 5. По 3, по 5, да. И в первую очередь обязательно нашим спонсорам. Конечно. Которым мы от души благодарны, да. Спасибо большое, ребят, за помощь. Да. Это неоценимая помощь, да. Тем более сейчас, вот в нынешнем время, в нынешней ситуации. Ну, вы сами понимаете, мы не будем рассказывать всех подробностей, Да. то есть все уже об этом знают. Ну и что, наверное, как раз-таки перейдем к приветам. Сегодня мы озвучим все приветы, которые к нам поступили за то время, за вот это время. Да, мы уже давненько не передавали. Давненько не снимали, так сказать, да. Они накопились, и поэтому нам штрафная. Передаем все приветы. Потерпите немножечко. Да. Мы все передадим. Ну а в следующем ролике, конечно же, уже будем немножечко ограничивать. Ну все, друзья, теперь перейдем к приветам и на локацию. Погнали! Итак, друзья, ну что, плавно перейдем к приветам. Хотим сказать, что мы хотели заснять приветы с локации, с ночной локации, но, к сожалению, когда вы посмотрите уже этот ролик, вы поймете, что камера у нас села. К сожалению, каким-то внезапным образом. Да, Ну, бывают такие места, где камеры садятся внезапно. Мы тоже не ожидали такого момента, поэтому мы снимаем здесь, дома. Уж не обессудьте, не обижайтесь. Но приветы передадим. обязательно. Всем, кто просил. Ну что, приступим? Большой привет передаем Людмиле Романовой. Привет. Привет. Также привет улетает в Санкт-Петербург пользователю с ником RadFox. Привет. Привет.
Огромный привет Наталье Александровне. Привет, Привет. привет! Большой привет Елене Ворониной. Привет. Привет. Огромный привет Елизавете Шведовой от нас. Привет. Также нас просила передать большой привет своей старшей сестре Юлии и ее супругу Эрнеста, Ольга Шалопанова. Им большой привет в Крым. Привет. Также огромный привет Наталье Козенковой. Привет, привет. И еще один привет просил передать Миша Романов своей супруге Лизе Романовой в Москву. Привет большой! Привет. А сейчас мы хотели бы передать огромные приветы нашим дорогим спонсорам. Спасибо вам большое, ребят, за помощь. Спасибо огромное. Итак, огромный привет и большущее спасибо Татьяне Щербаковой. Спасибо большое, Татьяна. Огромное спасибо и персональный привет Светику Конфетику. Спасибо большое. Также огромный привет и большое спасибо Галине Варниковой. Спасибо большое, Галина. И привет. Также особая благодарность и большой привет Светлане Ковригиной. Спасибо. Спасибо. Привет Наталье Кашеваровой и огромное спасибо. Спасибо. Ну и в завершении еще один привет и огромное спасибо нашей замечательной подписчице Лидии. Спасибо огромное. Надеюсь, видно. Ну что, вот мы и передали все приветы, о которых вы нас просили. И еще раз хотим поблагодарить наших спонсоров. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ваша поддержка для нас в этот нелегкий период очень важна. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, да. Дай бог вам всем здоровья. Это главное. Да. И еще хотим, так сказать, забежать вперед немножечко и кое-что сказать. Сказать хотелось бы следующее. Ребята, обязательно досмотрите это видео до конца. В самом конце вас ждут фотографии, очень интересное содержание. Мы немножко пребывали в шоке, когда это все разглядели. Внимательно присмотритесь, пожалуйста. Если еще заметите какие-то детали, обязательно пишите о них в комментариях. Да, правда, мы не ожидали, что получатся такие фотографии, но результат был впечатляющий. Ой, да, согласна. Мы сначала беглым взглядом все это окинули, ничего не поняли, ничего не разобрали, но потом уже при более детальном рассмотрении мы поняли, что там что-то есть. Да, и это что-то... Ну, вы знаете, не будем больше продолжать, смотрите все сами, все увидите. Друзья, просто мы очень вас просим, посмотрите внимательно. Возможно, мы что-то упустили. Поэтому пишите в комментариях. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, делиться нашими видео. И Ставьте еще раз, лайки, если понравилось. да, и еще раз хотим напомнить, подписывайтесь в Телеграм-канал, на Яндекс.Дзен, ВКонтакте обязательно. Да, ВКонтакте у нас появилось свое сообщество, так что добро пожаловать туда. Но все-таки самая первая наша площадка – это YouTube. Ну что, продолжаем просмотр? Итак, давайте вернемся в ту ночь. Приятного вам просмотра. Так, в данный момент мы, наверное, сейчас пройдем к какому-нибудь месту, да? На улице просто гололед такой, что Опа, идти собака. невозможно. Где собака? Вон собака. Точно.
Но это добрая собака. Да. Она у нас боится. Осторожно, осторожно. Итак, друзья, мы сейчас идем ставить камеру ночного видения. Да, сейчас немножко расскажем вам, что мы планируем сделать, Да. что и как, и что к чему рассказать. Здесь на самом деле достаточно светло. Нам Ну, надо... я не знаю, да. Да. Все равно так плохо нас будет, наверное, видно. Я все Да. равно чуть-чуть подсвечу. В общем, поставим камеру ночного видения. И пока она снимает, мы пойдем в другое место. Проведем там ЭГФ. Позадаем вопросы, фотографируем. Ну, в общем, все, что сможем сделать, сделаем. Еще хотелось бы сказать по поводу Kinect камеры. У нас с ней вышел небольшой конфуз. Ну, в общем, друзья, как вы уже знаете, да, у нас... Давай немножко под фонарь встанем. В общем, друзья, все, наверное, знают, ну а кто не знает, я повторюсь, да, у нас был ноутбук новый, но мы решили все-таки поменять и купить более мощный, хороший, современный ноутбук. В общем, так получилось, что наш новый ноутбук с нашей Kinect камерой... Так, тут лампочка отключается. Нет. Ну ладно, я думаю, что да. нас видно. Извиняюсь. Так получилось, что наш ноутбук с Kinect камерой не подружились. Ну, я могу объяснить это тем, что у ноутбука USB разъем получается, он немножко другого поколения. Ну, происходит конфликт, соответственно, они не коннектятся. Не коннектятся, да. Ну, то есть нет соединения. Я, конечно, попробую что-нибудь с Ну, этим в данный сделать. момент, да, мы решаем этот вопрос, решаем эту проблему, потому что мы прекрасно понимаем, как вы хотите видеть Kinect на локациях. Естественно, и мы также заинтересованы в этом, поэтому он обязательно будет, но сначала мы придумаем что-то, чтобы была такая возможность. Поэтому, извиняйте, пару-тройку роликов будем без Kinect камеры. Но у нас есть хорошая альтернатива. Это ночного видения камера, поэтому... Мне кажется, это даже поинтереснее Да. будет. Да. Да, поэтому, ну что, друзья, вперед. Вот, собственно, тот самый спуск, о котором говорила Света. Ну да, где мы его тогда в прошлый раз встретили. Я думаю, может быть, попробуем записать здесь хотя бы, если получится максимально, как получится, тишину. Ты Ну знаешь, или, по крайней мере, на камеру позадавать вопросы. я думаю, да, немножко нам надо вот туда А мне вниз кажется, спуститься. наоборот, за забор. Вот здесь вот прям встать. Просто вот там дорога, и постоянно ездит машина. Ну, понятное дело, мы в черте, практически в центре города. И вот идеальной тишины здесь, к сожалению, конечно же, не будет. Но Да. как сможем, насколько сможем. Да, можно Ну, давай здесь попробовать попробуем. здесь. Вот смотрите, вот здесь за забором, вот здесь, за этим забором, находится тот самый Кизический монастырь. И также здесь, к сожалению, мы сейчас там не увидим, там сугробы, находятся остатки могильных плит. В общем, давайте попробуем здесь. Мне кажется, здесь более как-то актуально будет, наверное. Я не знаю, конечно, вот со звуками как. В общем, да, со звуками. Вот смотрите, друзья, мы сейчас сразу скажем. Когда мы будем записывать на диктофон ЭГФ, вот эти все звуки, которые вокруг, да, там машины и прочее, они не повлияют на запись никоим образом. Это мы все уберем, почистим от посторонних шумов. Но вот в данный момент просто хотелось бы действительно послушать тишину на камеру. И я боюсь, что мало что будет слышно. Хотя бывает такое, что проявления бывают громкими и четкими. Возможно, такое тоже произойдет, поэтому слушайте внимательно. Давайте попробуем пару вопросов, что ли, задать. Дух этого места. Если ты здесь, если ты нас слышишь, ты можешь как-то себя проявить? Можешь проявить себя на камеру? Вот на эту камеру.
дух этого места. Попробуй постучать. Или сказать что-то на камеру. Или проявиться как-то. Чтобы мы могли тебя услышать или увидеть. Пообщайся с нами, пожалуйста, дух этого места. Дух этого места. Прояви себя, пожалуйста. Стук за забором какой-то был. А мне больше интересно показалось фонари. Они то гаснут. То есть, понимаешь, сами по себе. Мы не так уж сильно двигаемся. Может быть. Я не знаю. Там ведь никого нет. Ну, в такой час. Сколько сейчас времени, ты не знаешь? Скажу. Второй час. Ну, 2 часа Без 10 практически, 2. да. Странно, конечно. Ну, я не знаю, давай все-таки пройдем туда. Ну, проще. Там А поставим. камеру пока поставим. Угу. Хорошо, ладно тогда. Так, камеру мы все-таки решили чуть-чуть подальше и поглубже поставить, там, где потемнее. Иначе мы просто боимся, что здесь слишком много освещения, и она просто не сработает. Да нет, даже дело в том, что мы в любом случае сейчас уйдем туда. Да. Ну, мало ли кто-то здесь пойдет. Ну, вообще, да, чтобы ее, во-первых, не видно Да. было. Стащу. Поэтому пойдем мы сейчас спрячем поглубже. Надеюсь, нас менты не загребут. Тут здесь кругом камеры. Скажут, что они там делают. Так, друзья, сейчас мы ее поставим. Запись пошла. Сейчас. Вот смотрите. Я оставляю. Погоди. Телефон, второй оставляю. Вот. Покажу поближе. Можно? Включилась, видишь? Угу. Запись идет. А что это такое? Почему не видно? Поближе, наверное, надо. Да? Ладно. Потому что я стою около камеры, прям вот. И вот сейчас видно. Но она включается. Да все, уже запись пошла, видишь, отслеживание перемещения, то есть нас она ловит. Да, но камера ночного, видишь, не включается почему-то. Ну, потому что светишь, и фонари там включены. Включилась. Она автоматически будет включаться, выключаться. Я вот единственное только не понимаю, куда ее настроить, на какую эту сторону. Вот на эту, вот сюда.
В общем, я немножко скажу, почему мы именно здесь вот ставим камеру. В общем, почему мы решили поставить камеру здесь? Потому что в этом парке осталось всего только 2 места, где сохранилась вот эта роща. То есть вот это место и сейчас, в которое мы пойдем дальше, покажем. Сохранилось в плане как? Вот когда здесь было кладбище, соответственно, да, его убрали надгробия, сравняли холмики, но больше ничего здесь не делали. Захоронения как были, они так там и остались. Все остальное, что находится здесь в парке, уже, ну, соответственно, где-то благоустроили, где-то положили дорожки, где-то сделали детские площадки и прочее, прочее, прочее. А это вот только 2 места, где осталось, так сказать, нетронутым. Поэтому здесь мы оставляем ночную камеру, ну а сами перемещаемся в то место, где вот сосновая роща. Мы пока ушли от камеры, она у нас осталась там. Так, пойдем проведем, попробуем эксперимент с тишиной. Я не знаю, конечно, получится, не получится. Ну да, там машина, но я думаю, что... Слишком близко, да, к дороге. Нет, ну на фэк это никак не повлияет. Но вот конкретно мы на камеру можем не услышать каких-то звуков. Кстати, друзья, что хотела сказать. Да, интересный факт мы раскопали. Буквально на днях, ну, на этой неделе, я просто сидела, искала кое-какую информацию в интернете и случайно наткнулась на одну статью. Причем эта статья мне попалась настолько, ну как сказать, вот действительно случайно. Вот совпадением это тоже как назвать, я даже не знаю, да? Потому что не до сколько лет прошло, я никогда не натыкалась на эту статью. А вот именно когда мы занялись вот этой съемкой, вот здесь, на этом месте, да, мне попалась вот эта статья. Помните, в первой части мы рассказывали о неком Каменеве Гаврииле Петровиче. Это литератор, писатель, ну, который написал вот эту поэму «Громобой». Предтеча романтизма. Да. Последний романтик. Он похоронен был на этом же кладбище. И вот, что интересно, мы нашли такую информацию о нем. Я не знаю, почему она нам так встретилась, да? В общем, некогда они были очень зажиточной, ну, богатой семьей. И жили они в центре города. Раньше эта улица называлась, если я не ошибаюсь, Воскресенская. Сейчас это Карла Маркса. Там у них была, ну как, усадьба. Ну, дом, в общем, там был у них такой хороший, двухэтажный. Сейчас там какое-то учебное заведение. Вот. И в какое-то время что-то у них там произошло, и они обанкротились. То есть они стали вообще, ну, нищими. И вот этот вот Гавриил впал в депрессию. У него была депрессия долгое время. И он в это время, когда у него вот была депрессия, ходил на кладбище. Почему-то он там вот искал какую-то отдушину на кладбище. В итоге пропал и пропал, а потом его нашли также на кладбище, в общем, мертвым. То есть он умер на кладбище? Он умер на кладбище, да. При загадочных обстоятельствах. Причем там так и написано, да, что, ну, как бы не говорится о том, что с ним случилось и прочее. Там как-то так завуалировано было сказано, суицид, не знают. А вот, точнее, не то, что не знают, они говорили, а именно при загадочных обстоятельствах, именно на кладбище. Я так подозреваю, умер он на тех кладбищах, на Арском, скорее всего, потому что, ну, судя по расстоянию, то есть вот Карла Маркса улица и Арская, оно прям вот рядом находится. Я не думаю, что он вот сюда ходил. Скорее всего, там. А похоронили его здесь.
И вот такое совпадение, никогда мы не натыкались там, да, вот на него, на его фамилию, и тем более там вот на такую историю о нем. А тут вот так вот совпадает, что мы идем снимать ночь, и нам попадается эта информация конкретно про него. Может быть, каким-то образом он хотел вот про себя вот так вот сказать, и поэтому, может быть, не случайно нам она попалась, эта статья. Да, тоже интересный случай. Очень. Так. И вот, собственно, эта роща. Да, вот эта роща. Чисто по таким вот каким-то биологическим своим ощущениям, но она нам показалась не очень приятным местом. Хотя и то тоже место. Вот два места, да, вот Да. то и это. Но здесь камеру не поставишь, постоянно ездят машины, а так как она реагирует на движение, это просто будет, ну, постоянно туда-сюда. Надо, наверное, свет включить, а то тебя не видно. Да. Ну, да. Поэтому пришлось нам камеру все-таки оставить там. Жалко, конечно, я бы хотела здесь поснимать, но это нереально, просто нереально. Угу. Ну, Ну, мы пойдемте. попробуем, да, здесь Да. тишину проверить. Будет ли что-то. Собственно, в этой же части рощи говорили про Гальпена-то. Да. Угу. Может, поярче включить? Вот где-то здесь бродит Гальпен. Как раз таки в это время суток. Так что, если он существует, мы его увидим. Но это вряд ли. Но это не точно. Но это вряд ли. Так, где мы с тобой Я расположимся? думаю, Где-то поближе к тут деревьям. была тропинка, да. Между деревьев. И пофотографировать здесь надо тоже. Угу. Вот действительно, чисто вот, ну как вот, я не знаю, по ощущениям, вот здесь самое такое место вот, Неприятно, да? ну вот, ты знаешь, как-то жутенько. Я бы вот, если б шла здесь одна, мне бы было неприятненько. Ну, А я... вот летом здесь, наверное, вообще. Ага. Здесь темно. Ну, я летом. согласна, потому что вот как-то, как тебе сказать, вот просто парк, он как будто по секторам. По секторам, Да. да. Вот здесь вот прям как-то, ну, совершенно неуютное место, Да. абсолютно. Да. Ну, это, наверное, как раз-таки, собственно, Вот здесь, наверное, где-то. да, наверное, где-то здесь. Мы попробуем постоять, послушать тишину. Направим, наверное, туда, да? Хотя здесь во Да всех здесь направлениях, вообще, да, да, будет. можно и туда. Так, мне бы сумку поставить, я Давай, пока да. остановлюсь. Так, ну что, друзья, пока камера у нас там записывает, время, наверное, где-то 2:30. Самое такое время, я думаю, пообщаться с духом этого места, да, с энергетикой этого места. Попробуем задать пару-тройку вопросов. Надолго просто тоже камеру там оставлять опасно. Поэтому давайте запишем. И все, естественно, потом разберем. Если что-то получится, услышим. Так, Не знаю, конечно, как в таких условиях записывать. ну, я Всё, говорю, что- на фэк да. это никак не повлияет, но просто... Но все, что да, сможем, то, да. что Ну всё, сделаем. поехали, да? Мгм. А теперь мы ведем себя тихо. Дух этого места. Пообщайся, пожалуйста, с нами. Ответь нам на вопрос. Скажи, остались ли здесь неупокоенные души?
дух этого места. Пожалуйста, прояви себя, скажи, много ли здесь осталось неупокоенных душ и чем они недовольны, почему они не упокоены. Если здесь есть неупокоенные души, может быть, вы что-то хотите сказать, может быть, вы что-то хотите передать, или, может быть, вы хотите попросить о помощи. Говорите в этот диктофон. Дух этого места. Если здесь есть все-таки неупокоенные души, скажи, сколько их здесь? Если кто-то хочет что-то сказать, проявить себя, можете это сделать на наш диктофон. Мы вас услышим. Дух этого места, спасибо, что ты с нами пообщался. Мы благодарим тебя и отпускаем. Уходи с миром. Так, друзья, ну все, мы сняли, что могли. Разберем все это. В конце ролика вы все услышите. А возможно, я вставлю прям сюда фэк, весь разбор. И мы сейчас отправляемся за камерой. Забираем камеру. Вот, а потом... Я не знаю, оставлять, не оставлять еще, чтобы фэк записал отдельно тишину. Я не знаю, но можно, конечно, попробовать, Можно, наверное, но да. ты понимаешь, Но здесь понимаю. вообще нереально. Да нет, здесь нереально, на фэк это не отразится. Я понимаю, но слишком много В вырезать. общем, друзья, да, попробуем, посмотрим, получится что-то, сделаем. Нет, значит, ну, Да. сами понимаете, такие условия. Мы пытались. Да, мы пытались. Ну, надеемся, что камера у нас что-то хотя бы заснимет. Ну, все, пока. Пойдемте. Дорогие наши друзья, а теперь давайте посмотрим, что же засняла камера ночного видения. Мы выделили некоторые моменты, которые, на наш взгляд, показались странными. Но, возможно, вам удастся что-то еще рассмотреть, поэтому будьте предельно внимательны. И если увидите, обязательно напишите об этом в комментариях под видеороликом. И не забудьте указать тайм-код.
Ну что, пойдем проверять камеру. Не знаю, будут ли какие-то результаты. Ну что, друзья, если мы что-то смогли там заснять, то, конечно же, вы все это либо уже увидели, либо мы еще сейчас вот сюда вставим. Будем надеяться. Пойдемте. Стоит? Стоит, слава богу. Ну ее, в принципе, здесь и не видно, незаметно. Ага. Держи свет. Отключаю. Ну да. Так, на. Так. Все. В общем, друзья, мы решили здесь еще пофотографировать. И фотик не фокусируется. А у меня в этот момент заболела голова. Это вот сейчас в том месте, где мы снимали ночной камерой. Странно. Сфокусировалась? А в эту сторону нет, да? Ну-ка еще раз. Вот так могу сделать. Не фокусируется, что ли? Дай-ка подойду. Свечивается. Сфокусировалась. Да. Давай, фоткай. Нет. Ага, что такое? Вот именно где Опа, снимали. как интересно. Слушай, отойди подальше. Вот за, может, из-за деревьев еще это. Вот сюда, да? Ну, хотя бы на дереве сфокусировался. Так. Нет. Нет, а почему не фокусируется-то? Ну-ка еще. Ну, вот сейчас нормально. Вот сейчас сфокусировалась, да, давай. Фоткай. Вот. Странно. Ну-ка еще раз. Не знаю, вдруг там. Я подозреваю, здесь то ли это... Давай еще. Смотри, вот сейчас сфокусировалась. Интересно. Очень интересно. Ну, здесь, конечно, не особо удобно, но... Свет, пожалуйста, убери. Еще раз. Какие-то странные личности ходят. Да. В 3 часу ночи и... В 3 часу ночи вот там какой-то, не знаю, чувак уже 5-й или 6-й круг наматывает. Просто ходит. Я не понимаю, что он здесь ходит. Опять не фокусирует? Ничего не понимаю вообще. И именно в эту сторону только не фокусирует. Почему так? Что там такое? А у нас как раз в ту сторону была направлена камера. Да. Очень надеюсь, что хоть что-то, может быть, засняли. Так. Да, конечно. Может, электромагнитник поставить? Он, по-моему, у меня с собой. Я, в смысле, проверить. Мало ли. Здесь, понимаешь, здесь он может это Фонить. фонить. Ну, заодно проверим. Если есть. Здесь он может наврать, потому что все-таки здесь, ну, я не знаю. Силовые освещение, фонаря, конечно, здесь могут проходить. Конечно. Мне интересно просто, будет ли что-то. Так, ну-ка.
Не знаю, все по нулям. Как ни странно, да. Засними Вот это снова идет. Не знаю, его видно вам, нет? И вот он туда-сюда ходит, туда-сюда. Время 3 час ночи. местный призрак. Угу, наверное. Может, это и есть Гальпен? Точно, это Гальпен. Смотрите, вот он обратно пошел. И вот так уже который раз. Я не понимаю. Я думаю, что за странные звуки. Так это он тут ходит. Нет. И странно как-то ходит, посмотрите, видите? Я надеюсь, вам видно? Смотритель парка Докрахимика. Да. Нет? Нет, Нет, все всё тихо. тихо, да. Поэтому я пока ничего не понимаю. Возможно, конечно, предположу, что из-за фонарей, может, не фокусировала, хотя я... Да нет, ну нет. В эту сторону фокусировал. Тут тоже фонари везде. Ну, вообще, Вон, да. вон Я фонари не везде. Вот там фокусировал, а конкретно вот в этой стороне, вот здесь, не фокусировала. Что там может быть такое? И у меня там, кстати, видишь, фокус ловит. Мгм. У меня там тоже несколько раз ловило, кстати. Интересно. Ну, возможно, как раз-таки здесь были какие-то такие могилы. Ну, здесь были вот могилы как раз. И вот там, где мы снимали ГФ. Да, интересно. Ну нет, тихо, да. Ничего не показывает. Нали. Ну что ж, ладно. Надеюсь, хоть что-то засняли. Ну, посмотрим. Посмотрим, да, все дома разберем подробно. Посмотрим, В принципе, да. мне кажется, знаешь, одним днем это никак... Ну, никак понятное дело. не Просто вот мы эксперимент пришли снять. и решили уловить, и вот мы все поймали, зафиксировали. Это, конечно, так не бывает. Это надо сюда ходить и исследовать. Это, мне кажется, даже непреднамеренно. Просто Конечно, приходишь и конечно. снимаешь по ходу Конечно. дела. То есть тогда возможно. Да. Сколько уже было таких примеров, что чисто случайно человек мог фиксировать. Чисто случайно. Так вот тот мужик, который в прошлый раз... Да, кстати, я забыл сказать. В прошлый раз, когда мы здесь были днем, вот дневную съемку делали, мы уже стали собираться. Точнее, мы уже собрались, пошли. А как мы поняли, в этот момент за нами здесь вот какой-то мужик наблюдал. Ну, просто, видимо, ему стало интересно, что мы делаем, что мы снимаем. И вот когда мы уже выходили, он подошел к нам, спросил, а вы, мол, ну, откуда, почему, ну, что снимаете? Поинтересовался просто. Ну, мы тут сказали вкратце ему. Он такой, ну, удивился, говорит, слушайте, а я ведь тоже здесь кое-что видел. И вот он сказал, что, ну, он конкретно не сказал там, что было, говорит, летом. Он тоже, он здесь живет недалеко, он постоянно здесь гулять ходит, и вот вечером домой возвращался. Я, говорит, было лето, была хорошая погода, и видел какую-то дымку, что ли, что-то такое, как будто там проплывало, показалось ему. Вот. Так что даже вот живой свидетель тому был. И я еще хочу заметить, что у нас очень быстро садится батарея у камеры. Да, кстати, да. Вроде бы снимаем мы не так долго, но И тепло достаточно на достаточно улице. тепло, Ну, да. мы и в более морозные дни снимали, а это просто махом садится, да. Да, поэтому я буду экономить, остановим пока. Да. Ну что, дорогие друзья, на этом ночной выпуск подходит к концу. Мы, правда, очень старались, выжимали из этого выпуска все, что могли. Ну, надеемся, хоть какой-то результат получился. Да, потому что даже ночью, как вы могли заметить, здесь очень шумно. И снимать тишину здесь совершенно, ну, нет условий. Даже вот сейчас, даже в данный момент. Записывая финалочку, мы слушаем всякие... Кстати, время
если это видно, да. Надеюсь, это видно. Ну, в общем, Выключилась. короче говоря, 4-й час. Да, Вот мы пробарахтались мы. 3:30 доходит. Ну, время как раз такое подходящее было. Я думаю, что, ну, в общем-то, мы и планировали прийти именно в это время, чтобы, ну, хоть какая-то энергетика выползла. Гальпена не было, кстати. Что-то он не вышел, Да. ладно. Мы его уговаривали, но он не уговорился, Мгм. короче, в этот раз. Он говорит, что-то скользко на улице, не пойду. Мгм. Скользко и холодно. Да. Пошли мы. И еще какие-то там товарищи. Ну что, друзья, всем огромное спасибо. Спасибо за внимание. Кто досмотрел этот ролик до конца, вы большие молодцы. Да. Ребятки, не забывайте, пожалуйста, делать репосты понравившихся наших видео. Рассказывать о них друзьям, потому что это очень сильно помогает развитию канала. Тем более в такое нелегкое время. Да. У нас завтра планируется еще одна съемка. Тоже будет ночной выпуск. Мы его приобщим к очень интересному моменту. Ну, в общем, потом все узнаете, увидите. Так что надолго не прощаемся. Пока вы смотрите этот видеоролик, мы уже смонтируем другой. Долго не будем заставлять себя ждать. Ну все, друзья. Всем огромное спасибо. И еще хотела добавить. Добавляйтесь к нам в телеграм-канал. Ах, Там да. все самые актуальные новости, опросы. Ну, в общем, там все интересно. Заходите, Все самое, да. Свежее, актуальное, интересное. И, конечно же, приходите к нам в чат. Добро пожаловать. Там тоже очень интересно. Да. И весело. И немножко страшно. Ну все, спасибо вам огромное. Мы вас очень любим, А вы помните, что вы у нас самые лучшие. Пока-пока. Пока.